Здравствуйте, наши дорогие зрители, подписчики и не подписчики. Зеленая комната на выезде. Мы уже приехали и посещаем наш любимый центр. Это во Франции находится. Мы, как всегда, в дороге, да, Игорь? Ну да. Я Ну, хоть отдыхаю, я ж тебе сколько говорю, мне нужно движение. Мне нужно движение, мне нужно посмотреть новые растения, а может быть даже и старые. Так Мне цены-то все равно меняются. Да, цены меняются, и плюс еще, конечно, немножко здесь во Франции коснулась жара, сильная жара была 3 недели, под 40. И мы, конечно, и дома у меня пострадали растения, и здесь, так что не обращаем внимания на негатив, только позитив. Вот. У нас сегодня хорошее настроение с Игорем Ивановичем, да, Игорь Иванович? Да, Валентина. Начнем. Вот такое вот хоя трехцветная. Вы посмотрите, какая красота. Конечно, мы будем показывать и старые, и новые растения, но новых пока нету, потому что все садовые центры решили не покупать сейчас растения, потому что это хоя лиза написано, арциау какая-то. Вот посмотрите, какая красота. Всегда, Валя, попадается что-то новое. Ну, что Да, да. Ты знаешь, я у тебя по дороге вообще оптимист. Я вот тут вот в центрах в садовых отдыхаю. Я просто вот дышу вот этим воздухом, этой красотой любуюсь. Я уже перед съемкой уже 10 раз оббежала все. Я, Валя, тоже, я чувствую по тебе. Да? Ты прямо светлеешь после такой прогулки. А я думаю, что я белая. И ко мне добрее. А вот для чего Да. ты. Вот пеперомия такая, 19 евро стоит, варигатная. Видите, на такой деревянной подставочке бамбуковой или какая-то такая. Ну, она такое хлипкая, конечно. Ну, конечно, красивая, но ничего, немножко коснулось ее солнца. Она вообще, пеперомия, любит влагу большую, влажность воздуха. Так, тут мы не будем обращать внимание, потому что кошачья трава. Котов у нас, к сожалению, нету. Вот. Дальше вот этот вот тоже приболел. Ну, 48. Я думаю, если мы завтра сюда приедем, у них будет все уценка. Вот это уже все ему. Ну, это, знаете, на любителя, если кто-то возьмет, приедет, отрежет вот этот кусочек. Вот она уже, корни есть у них. Так что укоренять легко будет. Это что, Игорь Иванович? Была гортензия, Валя. Вот это. Вот гибискусы тоже подцвели. Был оранжевый. Цена какая у них? 18 евро. Цены не понизили. Бегония. Ну, бегония, да, 10,99. Называется Валентино бегония. Надо купить. Ну, подошли к Не малышам. надо, у нас же есть Валентина уже. Да. Вот такие вот красавцы тут нас встречают. Цены 2,99. Вы можете видеть. Вот эта камнеломка красивая. Мне она нравится, но она у меня не прижилась. Вот, 2,99 вот за такое. Ну, вот сейчас полили они. Видно, заливают водой. Вот такая пеперомия. Вот она, мы вам перед этим показали. Большую уже пеперомию, это маленькая. Растет она быстро, варигатная. Рекомендую. Фикусы, фиалочки отцвели, маленькие такие. Шифлеры, потом это пахира. Это вот шифлеры стоят 9 евро, но они, видно, тут какое-то оранжевое пятно, скорее всего, уже на уценке. Уценка, да. Вот. Франция наша любимая. Дальше вот такие вот растения мелкие. Аспарагусы, фитония. Фитония прям свеженькие, маленькие, такие сладенькие. 2,99. 2,99 тоже. Вот. Ну, все это мелочь, конечно, маленький, приятная мелочь, пузатая. Вот пинк-принцесса выжила.
Она ж вообще плохо выживает. Но это 6 евро стоит. Почему она тут? Может, они сейчас просто ее в уценку бросили. Вот такие вот тут папоротники маленькие, горошки и вот такой фикус. Очень приятный, я вам скажу. Очень приятный, называется он шавериана. Ну, красивый цвет вообще. Вот. Ну, тут маленькая. Вот, смотри, маленький гибискус и хочет зацвести. Удобрения дали. Ну, тут вот поливать и будет большая. White принцесса, вот такие папоротники, посмотрите. Принц оранжа или нет? Это не принц оранжа, это, по-моему, филодендрон. Не, принц оранжа. Гибридные. Почему-то написано. Цена ему 3,99. Он красивый вообще, это очень красивое растение. Ну, дальше пойдем, повернемся к суккулентам. Что мне нравится здесь, это, конечно, алоэ вера, само собой, нравится. Цен нету. Тут, наверное, 4 возьмешь, одну... Одну бесплатно. Да. В подарок. Дальше пойдемте, Игорь Иванович. Кактусы. Красивых таких вот я что-то оригинальное Да, пока вот не сверху вижу. посмотри. Вот мы привезли с Испании. Вы видели это видео, какое мы привезли. Мы его там за сколько купили? За 40. Здесь оно стоит 100. По-моему, 38, нет? Ну, за 40 я уже да. округлила. Это же привезти тоже стоит, Валя. Это доставка. Доставка. Вот красивый кактус. Поэтому 40. Посмотрите. Ну, красота. Он такими штрихами. Ой, руки, как всегда, у меня. Ну, мы люди земли, поэтому руки всегда у нас грязные. С французским маникюром. Мы же во Франции. Сейчас будет Ну, французский маникюр. В коллаборации Дольче Габбаны и кого там еще. Сейчас модный такой. Вот. Ну, тут такого особенного ничего не вижу, кроме некоторых погибших эхиверий. Жалко, сердце болит, но я держусь. И держу себя в руках. Агавы, вот такие вот красивенькие. Цен нету. Что это за камень? Вот так похож, такой, как сланец. И уже руки, вот они. Эх, Валя. Пойдемте дальше, Игорь Иванович. 5,79. Это все кактусы по 5,79. Видите, они уценили, наверное, их. Ой, вот этот зацветет. Посмотрите. Красивая. Нет, 3,99. Написана цена. Красивый. Я ищу очень один кактус, который, если я его куплю, я вам покажу, какой я ищу. Он с длинными иголками оранжевыми. Вот, кактусы такие огромные. Вот дальше идем, Игорь Иванович. О, тут стекляшечки прошли. Стекляшечки. Вот красивая, да? Тоже уценена. Если желтая, это 30% уценка. Тут много чего сегодня уценено. Я заметила. Вот сюда поворачиваемся, Игорь Иванович. Тут вот еще кактусы. Мы смотрели их? Нет, не смотрели, потому что я их не видела. Ну, вот это привитый. Конечно, он будет не очень. Коралл написано. Коралл-кактус. Эфорбия лактеа. Привитая. Ну, то есть это эфорбия лактеа, это тоже оно ценное считается растение. Но не настолько, чтобы за ним тут... Вот такие вот еще специальные кактусы, коллекционные. Ну, красивый там внутри, вот это красивый. Тут еще вот этот я не увидела. Ой-ой-ой, красивый. Коллекционный. Видите? Pet free. Сколько стоит?
До 40 градусов выдерживает температуру, поэтому можно брать сейчас. У нас, по-моему, опять будет жара. 3 недели нас выбивали из колеи. О, какие горшки. Ну и тут у нас все уговариваю Игоря Ивановича начать вот такие заниматься. Нам уже, А он не реагирует. нам уже дочечка подарила такой горшок специальный. Ну и вот это вот Elephant and Food. 6 евро. Красивый, хороший. Ну, он вот типа такой будет. И вот он Алина называет, то еще как-то. У меня такой есть, он вообще не вредный. Пелеа. Пеперомоидальная какая-то тут. Агланы, мы пойдем к агланымкам обязательно подойдем. Потому что тут такие агланемы. Вот это, по-моему, кошачий глаз. Они все цветут. Это если цветут, они будут листья уменьшаться. Вот очень красивая. Стоит 17 евро. Зилберблю. Красивая. Очень. Лилия по 19 евро. Вот такие вот кактусы. Ой, фикусы. Я только от кактусов отошла, уже заговариваюсь. Езикари 5,50. Белизе. Кактус красивый будет. Если вырастет, конечно, он будет очень красивый. Вот зебрины, стрелицы пластмассовые. И вот посмотрите, что наделала погода. Это очень жаль. Это у них, Валя, кладбище. Ну, предкладбище, Ну. хоспис. Полцены. Да, полцены. Вот смотрите, вот такая орхидея даже стоит 12 евро. Вот такая вот. Калибри. Сейчас вот 23,50. Ну, я примерно сказала, что 12 евро. Ну, я когда делала, если вы, кто меня смотрит постоянно, делала вот это такое почкование. То есть алоэ вера насаживала на вот эту почку, вот эта почка. Чуть-чуть ее отодвигаете. И у меня выросла маленькая орхидея с одним цветочком там. Теперь у меня 2 орхидеи. Ну, это произошло так неожиданно. Обычно у меня потом начинает цвести. Ой, адениумы на полцены. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И цветут. Сколько ж им цена? 18, это 18 евро. Почем получается? 50%? Да. 9. 9 евро. Но это недорого, я вам скажу, уже для взрослого адениума. Вот так убрать вот такие вот эти листочки. Но я смотрю, тут как бы он не зараженный был. Красивый, розовый, нежно. У меня красные, а это розовые. Вот такой вот большой взять. Но это не настоящий. Есть адениум баобаб. У него такой ствол хороший прям. Вот, а это просто адениум. Адениум абесу. Pink Star. 9 евро. Но они вот непонятно. То ли они чем-то политы, то ли еще что-то. Ну, вот такая вот березка стоит. Она вся в мучнистом червеце. Пойдемте дальше. Потому что Игорь Иванович не любит больные растения. Да кто их любит, Валя? Ну, тут как у всех. Все как у всех. Юки. Вот такие эпипремнумы. Что я ищу? Я ищу фикус лирата варигатный. Но тут нету варигатного. Здесь есть просто зеленый. Какой-то ребенок так плачет. 9 евро. Это значит, все полили, но уже как Валя, бы... ребенок не плачет. А Он что? пищит от восторга. Ты А, там рыбы, прислушайся. наверное. Ну вот пахиры. И тут вот такие вот мясоеды. Вот это, по-моему, росянка. Нет, не росянка. Я уже... Росянка другая. Она более такая тоненькая. Вот типа такой росянка. Интересно. Они растут в мху. 14 евро. И рядом же вот продается грунт, который под мясоедов. Вот это.
Теребрю субстрата. Сколько он стоит, непонятно. Ну, неважно. Я мясоеда не хочу. У меня своих Да правильно, с хватает. ними ж надо осторожно, Валя. Да. Вот такой вот. Чулка. Они выше по пищевой цепочке, выше нас. Ну да. Мясо едят. Ну, тут вот такие вот красавцы у нас драцены. Драцены. И красивые орхидеи. Были красивыми когда-то, но сейчас еще продолжают быть красивыми. Заметила, вот в таких горшках стоят, потом они на уценку дают горшки. И смотрю, на уценке даже грязные горшки стоят. Ну, такие маленькие и вот совсем маленькие. Ну, что ее не оценить? 8 евро. За что? В мху еще находится. Это что? А вот, глянь, какие непривычные, Валя. Почему? Привычные. Привычные? Это тебе, ты первый раз видишь, наверное? Да. Ну, вообще горшки, конечно. Вот красивый горшочек розовый. А вот так вот висячие орхидеи замачивают. Видите, в ведрах они стоят. Цена им 45 евро. И они сейчас стоят ведром, напьются, и они их повесят опять. Вот красивенькие, да, орхидеи? Да. Такие вот прям миленькие. Вот эти, глянь, листики у них какие кругленькие. 18 евро. Ну, значит, наверное, ценные какие-то. Я в орхидеях. Извиняюсь, конечно, но у меня нету таланта к орхидеям. Дальше идут телансии и прочее, прочее, прочее. Все на поливе. Мы тут по лужам ходим. Ну, мне все нравится. Я вот прям дышу, мне так хорошо тут вот. Я сколько Игоря Ивановича прошу, что поехали во Францию. А он, бедный, только с Испании приехали, уже не может ездить никуда. Потому что туда 1000 километров и назад. Мне отпуск надо, Валя, после отпуска. Ну, тут все знаете. Красивые. Ну, вот такие вот красавцы стоят. Но мне нравится больше крокодил. Диффенбахия крокодил. Она такая вот прям хорошая. Ну, а тут пальмочки. К ним же удобрение сразу продается. Но она, кстати, это удобрение еще подходит к алаказиям. На рисунке вижу. Я сейчас в последнее время чуть-чуть увлеклась удобрениями, потому что у меня сейчас было все 3 недели жалюзи закрыты, и моим растениям просто не хватило ни солнца, ничего. Вот такой вот у нас массониана. Это крупная будет массониана. Ее еще называют акулий плавник, но вообще это массониана. Она очень хорошая. От 15 до 30 градусов выдерживает. Красавица просто. Дальше все вот эти. Вот это черный коралл. Вот. Дальше вот эти вот маленькие спагетти. Это фернвуд, микадо. 9 евро. Да, уж. Вот, смотрите, это обыкновенная хани. Она называется погода. Ну, то есть она будет вот так вверх расти. Красивое растение. А это вот, это очень хорошее. Это вот она как вихрь, вот такая кружится. Тут называется хелиция, а она вот торнадо, как торнадо, вот такое вот. Сегодня одна, может быть, поехать. Так, вот это вот мне интересно. Это, по-моему, суперба. Футура суперба, красавица. Мы в Испании купили такую супербу за 8, а здесь 11. Ну да, за довоз. Дальше пойдемте. Тут поливает, не будем мешать. Ну вот филодендрон, Пайнт Леди. Красавица. Хорошо размножается, хорошо растет, непривередливая. У меня такая есть, если вы помните, я ее отрезала. Сейчас они стоят в воде, уже пустили корни. И я думаю, в ближайшее время я его просто посажу в грунт. Ну и тут все футония. Вот эта красавица. Очень красивое растение. Аглонема меланж. Ух ты! Это мягенькая, только полили. Так, дальше идем. Здесь у нас патифилумы, женское счастье.
И дальше у нас тут похоже, что я вижу, это различного вида алаказии. Это, по-моему, алаказия черный вельвет. Это обыкновенный скальпрум. Вот это мне интересует. Видите, всегда что-то можно найти интересное. Вот это варигатное. Это коллекционное растение. Тоже с патифилум. Стоит 12 евро. Замечательное. И у него листья как-то помятые. Это очень хорошее растение. Вот. Она одно тут стоит, бедная, мучается. Ну, тут обыкновенный зилбер. Вот, алаказия зилбер. Филодендроны цветут. Видишь, как цветут филодендроны. Вот большие спатифил. А, вот он красивый, это побольше. Сколько он стоит этот? Варигатный спатифилум. А где цена? Люди. Нету нигде цены. Спатифилум. Цены нету. Бесценные. Спатифилум. Ну не тащить же до кассы. Ну и тут у нас куркума. Она цветет по-разному. Есть сиреневый, есть белый цветок. Куркума, она очень полезная. Растет дома, хорошо растет, хорошо цветет. Куркума, сиам, сальса, сана. Тоже цены нету. Где-то цена должна быть. Ну, может, это в подарок дадут. Сейчас. Ну и тут у нас как их называют, господи, мы их называем пестики-тычинки. Антуриумы. Красивый, желтый, да, глянь, цвет. А это калладиум, да, Игорь, ты правильно. У нас такой калладиум продается за 120. Здесь, сейчас мы посмотрим, сколько он здесь стоит. Вот здесь тоже цены нету. Но видите, он уже листики приопустил. Ну, мы сейчас с той стороны зайдем, там красивый цвет калладиума, антуриума. Тут пальмочки красивые. Это алаказия, называется черный. Что она забыла, как называется? Вот это вот, знаешь, но она видно, что у нее, видите, вот паутинку, Игорь, сними. Это уже паутинный клещ тут. Но мы не будем в подробности, мы не врачи. Вот они, тут калладиум, вот такой красный, вот такой калладиум красивый. И вот такой белый. Ну, сколько тут стоит цена? О, 22 евро стоит. А у нас 100 с чем-то стоит. Вот такое растение. Даже вот точь-точь такое. Но они вот тут прям много их напихано. Это видно, столько клубней у них. Вот что я брала маленькие, не советую. Маленькие не берите, они пропадают все равно. Их или надо держать в закрытом помещении и так далее. Подошли к висячим. Здесь мне все очень нравится. Вот такая вот. О, цена 20 евро. Вот мы увидели цену. Хоя. Но красивая, она хочет зацвести, потому что я вижу вот цветонос. Покажи ей ближе. Вот он, цветоносик такой торчит тут. Интересно. Ну, у меня такая есть. Рипсалис. Рипсалис. Валентина. Тоже 20 евро. Они все тут по 20 евро. Ну, чуть-чуть, стендапсус, плюс-минус. наверное, не 20 евро. 22. 22 евро. Я бы его... Не люблю я уже его. Ой, какая красота. И вот то же самое красота. Одинаковые. А вот ваети. Хоя ваети тоже 20 евро, наверное. Ну, большая. Ну, цветоносов не вижу. Но красивая она. Эхинантус. Вот такой красивый у нас. Опять же, это такая же хоя попалась нам. То есть листики посохли. И нужен срочный полив. А это кто-то, видите, это не я. Нужно Ой, горошек какой красивый тоже. 20 евро стоит. Вот это вот. Вот это хоя краняна. Вспомнила. Вот такая тоже еще хоя.
Красивая. Большая уже, главное, они же медленно растут. Хои вообще считается как суккулент. Их сильно нельзя заливать, и сильно... Они любят солнце, любят воду, но не залив. А ну-ка тут что она? Вот она полезла, поплыла. И вот он уже ус, и тут будет на усе, скорее всего, цветонос. У меня такой варигатная хоя. Это у нас тоже эхинантусы, это варигатный, если я не ошибаюсь. Ну, все они по 20 евро, конечно. Ой, какой огромный фикус, посмотрите. Ух! Вот филодендрон, Флорида. Замечательный, красивый. Очень. Плющ. Ну да, плющи тут как... А тут мелкие, а такой крупный есть, видите. Марантовые висят. И вот еще хоя опять это висит вместе с другими растениями. Хоечка красивая. У меня такая есть, конечно. Но я бы все их купила. Хоть и есть. Вот хоя краниана, вот эта вот большая, посмотрите. Интересно, если есть цветок у нее, сейчас я подниму ее повыше, она на земле лежит. Видите? И люди по ним топчутся. Я хочу ее сюда повесить. Можно? Вот так. Нужно, Валя. Потому что, ну, глянь, она прям на земле лежала, еще грязная. И уже корешки пустила, видишь? Ее легко... А может, Покажи. ее специально, Валь, положили на этом? Чтоб Она уже корешки пустила. пустила. Тут вода, и она очень хорошо себя чувствует, по всей видимости. А это что такое тут? А это цвела и умерла. Так, ну что, тут все в порядке. Мы довольны, да, Игорь Иванович? Продолжаем. Сейчас вот это такая вот Blue Star. 3,50 стоит. Они все вот тут по 3,50. И мне заинтересовал вот такой папоротник. Ну-ка. Красавец. 3,50. Но, говорят, папоротники лучше держать в стеклянном шкафу. Тогда они точно не умрут. Вот такие вот алаказии. Это Red Secret алаказия. 20 евро. Неубиваемая. Советую всем. Это Джози Буона, филодендрон. Видите, он пытается выйти, но никак. Хорошая варигатность у него, но он противный. Вот это вот Шварцвельвет, по-моему, 20 евро. Ну куда это? Ну куда? Цены, конечно, поднялись. Бегонии такие вот. В бегониях я не сильна. Ну вот такой узор и вот такой узор. Но она цветет так мощно, посмотрите. Тут, вот покажи, Игорь, все на цветах. А это будет белым цвести, бегония. Красивые, ты гляди. А это уже другой рисунок. Это, по-моему, бегония макулата, по-моему. Сколько она стоит? 15. Да, макулата. 15 евро стоит. Гляньте, какой окрас красивый. Обалденный просто. И тут мы подобрались вот таким хоечком. Эту хою я называю... Это хоя фрик сплэш стар. 12 рублей. 12 евро. Вот такой у меня нету, это точно. Готовьтесь, Игорь Иванович. Вот какая красота. У нее листья круглые, у меня нету такой с круглыми листьями. У меня все листья вытянуты. И хорошее, здоровое растение. Вот, дальше идем. Что это у нас такое красивое? Марантовые. 8 евро. Ну, недорого, недорого. Ну, это Игорь Иванович знает. Не будем его напрягать. Он уставший с дороги. Все, так, пройдемте другое место, Игорь Иванович. Папоротником пройдемте еще. Вот это мне интересно, сколько стоит. Маленькие горошки. Нисколько. Нету. Сколько? Нисколько. Вот сюда пойдемте, Игорь Иванович. Я ищу теперь папоротник под названием мачо.
Мачо? Мачо, да. Посмотри. Он очень красивый, у него вот эти ваечки очень длинные. Вот это мне тоже нравится папоротник. Только название его не знаю. Посмотрите, какой красивый он. Стоит 13 евро. Нефролепис Бостон. Красивый, вы видите? У него и окрас красивый. Вот. Это что у нас? Не мачо. Нет, это просто нефролепис. Он такой мягенький листья, у этого так тоже мягенькие. Вот затесался аспарагус. Это венерин волос. Фраганс. 8 евро. Помните, мы вам показывали, что вот это венерин волос прям в воде растет и хорошо. Вот такой вот разный папоротник. Это хороший папоротник. Нидус 8 тоже евро. И дальше пойдемте. Вот наш любимый Монстера Ублига Перу. Стоит 16 евро. Когда-то стоило 40 евро. Теперь я чему удивляюсь? Потому что вот это вот у них не очень красиво. Сейчас драться там начнут. Вот это филодендрон шоко. Очень красивый. Очень хороший. И стоит... Ой, что-то тут валяется. О, гляньте, корневая. 14 евро. Глянь, корневая какая. Шока, да, империал, импресс. Красивый. Очень. Ну, что-то я к филодендронам остываю. У меня теперь новое желание. Вот. Дальше вот такая бегония. Тут, конечно, не смотрите. Бегония умерла, почелала. Ну, тут вот разные пепероми. Валя умерла. Надо сказать, приказала долго жить. Да, ребят, большое. Мы ехали, у нас по Швейцарии мы едем, и у нас деревья засохшие, и листья сыпятся. Потому что у нас была очень сильная жара. Вот это, что это? Сцеропегия погибла в Уде. Взяли, поценили, я бы купила уцененного. Пойдемте дальше, вот сюда к маленьким подойдем. Ну, тут маленькие еще мы подошли. Это пеперомия, шевериана. И все, ничего такого интересного нету. Все как у всех. На этом наша зеленая комната прощается с вами. Будьте все здоровы, счастливы. Посещайте садовые центры, лес. Это так успокаивает нервы. В наше последнее время тяжелое. Вот мы нуждаемся вот в такой красоте всегда. Я нуждаюсь в любом случае. Ну что, до свидания. До свидания.